Сейчас вся внутренняя политика в России регулируется двумя известными фразами. Не нравится — уезжай, и второе — кто не понял, тот поймет. Фактически идет частичная мобилизация с начала марта. Вообще, если ты уехал, стоит не возвращаться. В целом такая рекомендация. Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Павел Чиков, правозащитник, юрист, руководитель международной правозащитной группы Агора. С ним мы поговорим о том, будет ли в России мобилизация, какая у нас правоприменительная практика по поводу всех этих новых законов о фейках и как протестовать против войны, как это делать, чтобы на вас не возбудили уголовное дело. А я напоминаю, что если вы до сих пор не подписаны на этот канал, нужно подписаться. Это мой новый канал для интервью. Каждую неделю у меня будет здесь выходить беседа с интересным человеком, поэтому не забудьте на этот канал подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Привет. Первый вопрос, который у нас самый животрепещущий за последнее время, это вопрос мобилизации. Да, вот все ждали, что, возможно, 9 числа объявят мобилизацию. Ее не объявили, ее прямо все чиновники у нас отрицают, но, как мы знаем, да, если что-то так прямо демонстративно отрицают, то, значит, вполне вероятно это случится. А как ты думаешь, будет ли в России мобилизация? Не хочется гадать на кофейной гуще, то есть я же в большей степени юрист, то есть я понимаю, что это такое, я понимаю более-менее, как это регулируется и проходит, но вот политические решения, какие могут быть приняты, да или нет, это скорее не мой профиль. Честно, я сомневаюсь в том, что будет объявлена всеобщая мобилизация. Возможно, объявлена будет частичная, об этом мы можем тоже поговорить. И есть еще третья история, Илья, то, что идет фактически, потому что фактически идет частичная мобилизация с начала марта, то есть военнослужащих, которые заключили контракт или хотят заключить контракт, их привлекают и отправляют для участия в боевых действиях. Когда мы говорим сразу про контрактников, есть ли законный способ, если человек подписал контракт, есть ли законный способ не ехать в Украину? Ответ по умолчанию нет, потому что если человек заключил контракт, он тем самым изъявил свою волю на его выполнение. Обязанности, которые предусмотрены по контракту, это обязанности связанные с военной службой, и, соответственно, если командир сказал ехать и воевать, значит ехать и воевать. То есть могут быть какие-то исключительные обстоятельства, может в конце концов человек получить какое-то заболевание, препятствующее, например, прохождению службы, тогда это может быть извинительным основанием не ехать. Но в целом для всех военнослужащих, которые к нам в том числе обращаются с таким вопросом, мы всем говорим, что по российскому законодательству вы обязаны исполнить приказ. С самого начала вот этой военной операции мы видим большое количество там слухов, информации, то, что люди отказываются, именно военнослужащие, была история там и с сотрудниками ОМОНа, Росгвардии, я так понимаю, какие-то контрактники отказываются. Насколько это массовое явление, отказ от поездки в Украину? Я буду говорить аккуратно, потому что эта тема очень чувствительная. К нам такие обращения поступают на протяжении последних 2 месяцев. В середине марта мы открыли горячую линию по вопросам военной службы. Она прежде всего касалась срочников грядущего призыва весеннего, который стартовал 1 апреля. Вопросов было много, и вперемешку с призывниками и их родителями стало поступать много обращений. Внезапно, мы этого совершенно не ожидали, внезапно стали поступать обращения от военнослужащих, и от сотрудников полиции, которые отказывались ехать, возвращались с Украины и не хотели ехать обратно. Это было довольно много обращений. А в основном это были люди, которые обращались в интересах группы. Эти группы тоже многочисленные, это несколько десятков или сотен людей из самых разных регионов, которые консультировались, что им делать, потому что они там в силу разных причин, мотивация разная, не хотели участвовать в боевых действиях. В отношении них проводили служебные проверки,
им грозили уголовными делами, увольняли со службы, они с этим не соглашались. Многие обращались с просьбой посоветовать адвоката с тем, чтобы обжаловать решение об увольнении в суде. И сейчас есть несколько таких дел в судах. О какой сейчас вот практике можно говорить, что как раз происходит с людьми, которые отказываются ехать в Украину? Ну, насколько я понимаю, по закону там, по-моему, до 2 лет за это может грозить. Смотри, очень важно понимать, что участвуют в специальной операции военнослужащие, в том числе военнослужащие Росгвардии. Ну, то есть военнослужащие Министерства обороны и военнослужащие Росгвардии. Разные подразделения, но они все имеют именно контракт на военную службу и подчиняются военному законодательству. И есть отдельная статья Уголовного кодекса «Неисполнение приказа» для военнослужащих. Среди росгвардейцев, которые тоже принимают участие в спецоперации, есть еще ОМОНовцы, которые являются сотрудниками полиции, органов внутренних дел. И у них трудовые контракты, это другая природа. И соответственно, если первым командир сказал ехать, значит, надо доехать, то вторые, то есть привлечение их к несвойственным трудовым функциям, возможно только с их добровольного согласия. И, соответственно, пока еще нет ни одного решения суда, который бы четко разъяснил природу и кто прав, кто виноват, и как правильно применять законодательство, у нас же таких историй пока еще не было раньше, то мы исходим из того, что у полицейских одна ситуация, и, грубо говоря, у полицейских должны были спросить согласие. А у военнослужащих другая ситуация. Но и там, например, возникает вопрос достаточного обеспечения их, военной техникой, всеми силами. Многие говорят о том, что не все было предоставлено. Мы, естественно, этого проверить не можем. То есть, это не предмет совершенно нашей работы. И, в общем, кое-кому мы просто говорим, что, слушайте, если вам нужен адвокат, то вот вам, пожалуйста, контакт адвоката, вы можете с ним обсудить, что и как делать. Единственный публичный случай на данный момент это Краснодарский ОМОН, и это как раз полицейские. То есть они... Группа из 12 человек обратилась к адвокату, они отказались ехать, выполнять несвойственные им трудовые функции. А это Краснодарский ОМОН, который был в Крыму на учениях, и потом в какой-то момент их повезли в сторону Украины и сказали, что вы теперь едете туда. Они сказали, что нет, мы туда не поедем, и вернулись в Краснодар, место постоянной дислокации. Так вот, суд, который принял иск 12 человек, решил, что в этом деле есть признаки государственной тайны, а следовательно, дело должен рассматривать Краснодарский краевой суд, передал его туда. Это случилось еще в марте. До сих пор Краснодарский краевой суд не назначил заседание, а тем временем из дела пропали 9 из 12 истцов, потому что они отказались от иска. Они отказались по каким причинам? Перестали хотеть. Перестали хотеть? По каким-то причинам, Илья, перестали хотеть. Хотели, а потом в какой-то момент перестали хотеть. В общем, право истца в любой момент отказаться от исковых требований. То есть нам есть волеизъявление, юристы работают, нет волеизъявления, юристы не работают. А что уж там у них произошло, это вопрос к ним. Есть ли какая-то информация об уголовных делах или о каких-то вообще расследованиях относительно военных преступлений, в которых обвиняют российских военнослужащих на территории в Украине? Со стороны России? Хотя бы какие-то внутренние проверки, что-то проводится вообще? Со стороны России Следственный комитет чуть ли не в ежедневном режиме возбуждает уголовные дела по событиям в Украине. Правда, судя из самих сообщений, речь идет про преступления украинцев, украинских вооруженных сил и так далее, и так далее. Более того, к нам тоже поступали обращения от граждан Украины, которые вывозят на территорию России, что многих допрашивают в качестве свидетелей в рамках этих уголовных дел. Многим предлагают стать потерпевшим по этим уголовным делам, то есть заявить о каких-то своих претензиях, прежде всего, видимо, к властям Украины, о каких-то расследованиях
преступлений, совершенных российскими военнослужащими на территории Российской Федерации, мне неизвестно. А как ты думаешь, в будущем такие дела будут или нет? Ну, во-первых, нужно понимать, что идет довольно большое количество уголовных расследований в Украине, то есть правоохранительными органами Украины, в том числе, например, в связи с гибелью журналистки Оксаны Баулиной, которую, наверное, ты тоже знал, а я с ней был хорошо знаком. Вот, то есть, например, такие уголовные дела, которые расследуются, по-моему, там генеральный прокурор Украины сообщал о большом количестве такого рода уголовных дел. То есть расследования ведутся. С точки зрения права большого значения, кто расследует, не имеет. Я имею в виду, какая страна, потому что расследование представляет собой сбор и фиксацию доказательств. Соответственно, эти доказательства потом могут быть использованы где угодно, как угодно, в разных совсем форматах. В том числе, например, о своем расследовании заявил, как известно, Международный уголовный суд, и он тоже собирает доказательства событий в Украине, причем позиции Международного уголовного суда заключается в том, что расследованию подлежат все военные преступления на территории, не имеет значения, кто их совершил. Ну, то есть были там же сообщения о том, что какие-то там иностранные наемники со стороны Украины тоже совершали какие-то там, возможно, совершали какие-то вещи, или там, неважно, российские военнослужащие, украинские военнослужащие, какие-то другие лица гражданские, какие-то там партизаны или еще какие-то товарищи. То есть это все является предметом расследования. Вопрос будет в том, кто будет определен в качестве подозреваемого, обвиняемого, и предстанут ли эти люди перед судом, где бы то ни было, неважно, в Москве, в Донецке, в Киеве, в Гааге, в Варшаве, в Лондоне, это значение не имеет. То есть будет ли судебный процесс и предстанет ли кто-то перед ним. В этом я почти не сомневаюсь, вопрос только, когда это случится. Увидели мы какие-то массовые процессы, потому что, насколько я помню, даже эта история, например, со сбитым Боингом, да, там было не так много, в итоге оказалось, обвиняемых, кого они назвали, да, но то, что происходит сейчас в Украине, эта история такая довольно массовая, и есть какие-то мелкие истории, как то же самое, например, мародерство, где люди, мы их не можем говорить, что они прям мародеры, но они совершали какие-то очень сомнительные действия, отправляя там какие-то странные посылки через ДЭК, при этом даже не стесняясь ни своих лиц, ни фамилии, они уже даже сейчас известны. Такие простые люди, да, вот низший состав, если мы говорим, к ним могут быть в будущем предъявлены какие-то претензии вообще вот, с точки зрения мировой какой-то практики? Конечно, да. Большое количество людей, которых осудил Международный уголовный суд по разного рода делам, африканским, например, или трибуналы, которые были по геноциду в Руанде или по войне в бывшей Югославии, там довольно много людей, там, ну, то есть просто публично известные, там, Слободан Милошевич и там Радко Младич и какие-то генералы. А вообще линейка подсудимых довольно большая. Понятно, что суд заинтересован в том, чтобы доказывать вину высших должностных лиц, но и низшие тоже не освобождены от потенциальной ответственности. С этим понятно. Вернемся на другую сторону, так сказать, баррикад, да, по поводу уголовных дел, которые возбуждаются уже в России по вот этим знаменитым статьям о фейках, статьях там, о дискредитации. На сегодняшний момент можешь там просто коротко вот обрисовать, какая практика в России сложилась? 4 марта стремительными действиями Государственной Думы, Совета Федерации и президента был подписан пакет законов о военной цензуре, который ввел новые составы административных правонарушений и преступлений. Выделились на практике практически на следующий день два. Одно административное, это статья 23.3 Кодекса про дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. И она прям буквально на следующий день стала применяться за все лозунги там, за мир, против войны и любые другие антивоенные высказывания.
за украинский флаг в любой форме. Между прочим, ничего нового в данном случае нет, потому что если вспомнить 2013 и 2014 годы, у нас уже были и уголовные дела за украинский флаг, и вот, наверное, помнишь дело Руферов, один из которых покрасил звезду в желто-блакитный в Москве и так далее. Это все сопровождалось уголовными делами. Была одна из знаменитых акций Петра Павленского в Санкт-Петербурге на Староконюшенном мосту, который показал такой элемент Майдана с украинским флагом. Это тоже было уголовное дело и так далее. То есть, но в данном случае мы имеем дело на данный момент примерно с 2000 административок за последние, чуть больше 2 месяцев. По стране это в основном штрафы, там нет другой альтернативной меры наказания, это все штрафы от 30 до 50 тысяч рублей. Правда, в случае повторного нарушения после вступления в силу первого штрафа возможно уголовное дело. Пока неизвестно достоверно ни об одном таком деле, но они в ближайшее время точно будут. Второе — это уголовное, это статья 207.3 за военные фейки, мы их так называем, или за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил, и не только вооруженных сил, потому что поправки были и в эту статью уже внесены, но пока она применяется только в отношении армии, и здесь очень четко можно объяснить, как она применяется, как применяются обе эти статьи. То есть, если вы высказываете свое мнение о специальной военной операции, критическое мнение, то это административка. Если вы делаете утверждения о фактах, которые не соответствуют официальной позиции Министерства обороны Российской Федерации, то это уголовка. Как бы в нормальном демократическом обществе и правовом государстве за мнение вообще привлекать нельзя. Да? Но вот сейчас мы в условиях военного времени живем, поэтому за мнение у нас привлекают к административной ответственности. Уголовок сейчас примерно 50. Каждый день добавляются новые. Уже известно очень знаменитые люди, которые стали фигурантами этих уголовных дел по этой статье. Первоначально возбуждалась часть первая небольшой тяжести, до 3 лет лишения свободы. Кто был первый, тому повезло. В какой-то момент поступило указание возбуждать строго часть вторую, которая от 5 до 10 лет, и которая тяжкая. То есть там даже шаг с небольшой тяжести сразу на тяжкую. И мера пресечения в виде содержания под стражей. И первый удар пришелся по журналистам, по блогерам, по публичным людям, но есть и совершенно непубличные такие пользователи социальных сетей. Какие-то последние примеры по этой тяжкой статье ты можешь привести? За что, против кого, из того, что известно сейчас? Вот еще раз подчеркну, что эти дела возбуждаются тогда, когда Министерство обороны России сказало, что оно, например, этого не делало, а люди пишут публично, что российские военнослужащие это сделали. Если мы говорим про Мариуполь, про роддом в Мариуполе, про Бучу, про разные другие факты и обстоятельства, которые не соответствуют официальной позиции Минобороны, вот там есть большой риск. Пока Минобороны не сказала, говорить более или менее безопасно. Ты говоришь, да, что там есть какие-то правила. То есть у них действительно есть система, потому что со стороны, когда за всем этим наблюдаешь, кажется, что это просто какая-то самодеятельность в разных регионах. Там и суды, и следователи действуют совершенно по-разному. И просто где-то видишь какие-то вообще абсурдные дела, где ты хотя бы просто понимаешь их логику, где-то этой логики нет совсем. Насколько можно говорить, что это какая-то прямо системная история? Нет никаких сомнений в том, что дела этой категории управляются и инициируются из федерального центра, то есть указание было спущено практически сразу. Понятно, что для правоохранительной системы нужен какой-то лаг по времени с тем, чтобы успеть это все переварить и довести до конкретных исполнителей. В целом это такая довольно контролируемая ситуация. Меня немножечко удивило, когда Бастрыкин заявил, что по стране возбуждено 36 уголовных дел по этой статье, а я уже знал более чем о 40, то есть получается, что я там более информирован, чем председатель Следственного комитета, но так или иначе все свидетельствует о том, что некий такой контроль из федерального центра есть.
Логика там в большинстве случаев есть, я не скажу, что она всегда там присутствует, потому что всегда есть элемент такой инициативы на местах, когда кто-то хочет там выслужиться и поэтому возбуждает даже в сомнительных случаях дела. Но в целом эта логика есть, мы не говорим же, что она там, ну, насколько она нормальная, оправданная, законная, там, уважающие права и свободы человека. То есть мы пока тут про уважение прав и свобод вообще не очень часто можем говорить, да, но эта логика в основном есть. Лидеры общественного мнения, те, которые часто ежедневно высказываются о ситуации в стране, они эту логику более-менее понимают, и поэтому в своих высказываниях стараются быть аккуратными, чтобы мысль донести, не переступая этих новых границ законности. А вот люди в регионах, особенно те, которые, ну, такие пассионарные, которые хотят высказаться, и которые переживают, и которые чувствуют некоторую там несправедливость или тоньше чувствуют, чем многие, но при этом таких навыков не имеют, вот они становятся самыми уязвимыми. Ну и плюс те, которые уехали, вроде Александра Глебовича Невзорова, которому все равно, ему море по колено, и он вообще там как бы особенно не стеснялся никогда, ну и сейчас тем более не стесняется в своих выражениях. Вот, то есть он вполне осознанно это все делает. Была такая история, что войну нельзя было называть войной, и было мнение, что если ты войну называешь войной, могут возбудить там административное уголовное дело. Конкретно вот по слову «война» были ли прецеденты, когда человека за это как-то наказывали? Конечно, было очень много. Ну, то есть самые первые административки как раз с этого пошли. То есть слова «нет войне» или там что-то связанное именно с войной, они и были предметом первых административок. Вторая волна коснулась блокировок средств массовой информации по этому основанию. То есть те СМИ, которые начали называть войну войной, они попали под блокировку. Ровно, между прочим, по той же самой логике. То есть Министерство обороны говорит, что это не война, а вы пишете, что это война. Следовательно, как бы вы делаете вы распространяете не ту информацию, то есть не соответствующую действительности. Поэтому вас от греха подальше заблокировали. Скажите спасибо, что уголовного дела нет. Ну, вот меня именно интересуют уголовные дела. То есть с блокировками понятно, вначале блокировали, но опять же это был такой предлог, потому что мы понимаем, почему блокировали СМИ. Вот. Но именно вот преследование кого-то за то, что он войну называл войной. Вот прям конкретно таких историй я не вспомню. То есть скорее это был месседж типа против войны. Вот за этот месседж таких дел было много. А вот за то, что нет, это не спецоперация, а война, я таких дел не помню. Почему до сих пор продолжается история с инагентами, хотя, казалось бы, там у власти есть гораздо более там, мощное и эффективное оружие в арсенале? К чему вот это вот сегодня признание инагентами? Это какое-то просто вот из прошлой жизни какие-то истории? Это не из прошлой жизни. Вообще вся кампания борьбы со средствами массовой информации иностранными агентами, или, будем так говорить, вторая волна давления на иностранных агентов, потому что первая началась еще в 2014 году в отношении правозащитных и экологических организаций, а вторая началась именно в отношении журналистов и медиаперсон с конца 2020 года, то есть весь 2021 год. Это была артподготовка перед войной, это была зачистка информационного пространства, это была такая, ну, в общем, фильтрация источников критической информации. Цель ее усложнить, послать сигнал, такое недовольство со стороны властей, повысить требования к деятельности, поставить под угрозу многочисленных штрафов. Это такой, на самом деле, в нынешних временах большого числа уголовных дел, скорее такой мягкий, лайтовый посыл, значит, как делать не надо. Но в том числе и маркировка, такой посыл не только самим иностранным агентам и их окружению, и их сторонникам, но и посыл таким прогосударственным силам, чиновникам,
кто есть враг. Началось это все с Радио Свободы и Голоса Америки, таких как бы, естественных со времен 70-х годов врагов советского государства. Они всегда были вражескими голосами, они их тогда называли вражеские голоса, да? А закончилось все Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, да, и совершенно другими людьми, Екатериной Шульман, которая умудрялась там последние все годы быть одним из главных толкователей политических событий, причем совершенно умеренных, совершенно не агрессивных, совершенно не таких, каких-то не радикальных абсолютно. Вот. Ну а про Алексея Венедиктова и так все знают, в общем, его такую, его как человек с большим опытом компромиссов и неформальных отношений с властями. Тем не менее, даже этих людей промаркировали врагами. Но если посмотреть, кто как себя ведет после признания, да, например, та же самая Екатерина Шульман, она не делает никаких ни плашек, ни отбивок, и не происходит на это никакой реакции. Вообще, после признания инагентом, я слышал, по-моему, был только один прецедент, да, по-моему, против Верзилова или против кого-то они прям возбудили вот это вот дело, что они не маркируются. Хотя многие не маркируются. Нет, протоколов было много. Был протокол в отношении Марата Гельмана, он получил штраф. Был протокол журналисту Мике Великовскому, был штраф. Ника Никульшина получила штраф за отсутствие маркировки. Большой штраф наложили на инсайдер 500 000 рублей и на фонд Bellingcat тоже 500 000 рублей. То есть мы эти все дела ведем, поэтому я хорошо знаю. Есть и в регионах штрафы, есть целых 3 административных дела у адвоката Ивана Павлова. То есть вот в Петербурге у Павлова уже 2 протокола. И, кстати говоря, наличие 2 последовательных протоколов тоже создает риск уголовного дела. То есть, хоть это и более лайтовый такой прессинг сейчас, да, по сравнению с военными уголовками, но для иностранных агентов тоже маячит уголовка за углом. Поэтому это такой накопительный эффект. Правда в том, что в последние 3 месяца таких протоколов стало внезапно мало. Они почти сошли на нет. Но здесь нужно сказать, что вообще все другие политические репрессии, кроме военной цензуры, практически сошли на нет. Мы сейчас не видим почти не видим новых дел об оправдании терроризма, об экстремизме, помнишь, был целый букет новых дел об оскорблении чувств верующих. То есть, значит, голую попу показал, получил уголовку. На фоне там мечети или церкви или значения не имеет. То есть, этого всего нет. То есть, это прям ушло в тень. То ли силовики все заняты именно военной цензурой, то ли прошло соответствующее указание, значит, ерундой не заниматься только, значит, трушными военными делами. Вчера стало известно, что Мария Алехина покинула Россию в форме курьера какими-то огородами. Как ты думаешь, ей дали уехать наконец-таки? Потому что или это вот она действительно так вот ловко сбежала? Почему я спрашиваю? Потому что складывается впечатление, опять же, по многим делам и по тому, как их ведут, да, что система, она заинтересована не сколько там сгноить в тюрьме неугодного там человека, там журналиста, активиста и так далее, а заинтересована, чтобы он взял, спокойно уехал и сидел где-то там за забором, брынчал и не представлял никакой опасности. Потому что то есть, там Мария Алехина, по-моему, прямо вот много раз намекали, что давай уезжай, как сделали другие. Это правильное у тебя ощущение. Оно на самом деле уже последних лет, я не знаю, 5, 6, 7, с известной фразой. Вообще, сейчас вся внутренняя политика в России регулируется 2 известными фразами. Значит, не нравится — уезжай, и второе, кто не понял, тот поймет. Всем предлагают уехать. Каким-то прям вот известным личностям скорее даже посылают сигнал, вежливый сигнал, а не хотите ли вы
уехать. Вот. И если человек понимает этот сигнал и уезжает, тогда вопросов никаких нет. Ну, иногда вдогонку он получает уголовное дело, как тот же самый Невзоров, например. Да? То есть вот он уехал и получил вдогонку уголовное дело. Таких примеров довольно много. Тот же самый Петя Верзилов. Да? Он уехал, получил в спину уголовное дело. Уехал Сергей Смирнов из «Медиазоны», и уголовного дела нет. И многого в отношении кого нет. И там Марат Гельман уехал, активно критикует, уголовного дела нет. Поэтому пока, то есть сейчас уехать-то сложнее стало значительно, но в общем, это правда. Более того, я скажу, кто артачится, кто не понимает, тот оказывается на месте Карам-Мурзы. Да, то есть вот, надеюсь, это был осознанный выбор, как бы не меньше, чем у Алексея Навального, но тем не менее, пока нет ощущения, до сих пор нет ощущения, что власти реализуют эту массовую политику уголовного преследования и всех пересажать. Потому что даже тех же самых уголовок о военных фейках, их все-таки 50, а не 500, что могло бы быть довольно легко. Можно ли рассматривать включение в реестр инагентов как такая своеобразная метка, что стоит уехать, или если ты уехал, стоит не возвращаться? Вообще, если ты уехал, стоит не возвращаться. В целом, такая как бы рекомендация. Мы представляем интересы почти 60 иностранных агентов. Большинство из них уехало. Но есть те, которые остаются. И есть те, которые приняли решение оставаться, и в отношении них каких-то репрессий не наблюдается. Алексей Венедиктов сказал, что будет ставить плашку, будет сдавать отчеты и будет продолжать жить в России, никуда не поедет. Пока по нему трудно судить, но вот Лев Пономарев до недавнего времени, он был одним из первое физическое лицо, признанный иностранным агентом. Он недавно только уехал, у него один протокол, один штраф за 1,5 года. То есть как бы нельзя считать, что связанный с иностранными агентами, нельзя считать, что это прям какие-то серьезные репрессии и давление. Пока нет ни одного уголовного дела в отношении иностранных агентов. То есть здесь тоже есть некоторая такая, уверенности, конечно, нет, все может измениться в любой момент, но вот факты такие, как я говорю. Если сравнивать то, что сегодня происходит в России, с тем, что происходило в Беларуси, с белорусской репрессивной машиной, насколько мы идем по белорусскому сценарию? Во многом. Особенно доставляют вот эти вот гонки за флагами, то есть там за, бело-красно-белым, а в России за украинским флагом, вот эти вот все, вот этот вот весь какой-то примитивный символизм. Насилие все-таки значительно меньше. Масштаб уголовных дел значительно меньше. То есть в Беларуси количество обвиняемых, по-моему, давно уже превысило 1000. В России за прошлый год было, наверное, около 150 уголовных дел. То есть вот по следам всех протестов в поддержку Навального с января прошлого года. И около 120 уголовных дел с начала этого года. То есть 250, конечно, уже есть, но это еще не 1000. Все-таки, если сравнивать per capita, то есть на душу населения, в Беларуси там 10 миллионов, в России 150, соответственно, уровень уголовных репрессий в России значительно меньше. Нет преследований адвокатов массовых, что в Беларуси давно уже явление, и многие адвокаты просто наравне с политическими оппозиционерами сидят в тюрьмах с большими сроками, массово лишают лицензии. В Беларуси, в России пока такого не наблюдается. Какие сегодня есть у человека, который все-таки попал в жернова этой репрессивной машины, себя защитить? Я в первую очередь, конечно, имею в виду там ЕСПЧ. Я так понимаю, инструмента этого больше не существует для защиты. ЕСПЧ пока существует. Насколько я понимаю, он по старым делам или по новым тоже? Нет. Европейский суд в марте принял решение, что он будет рассматривать все дела из России по любым событиям, подпадающим под конвенцию, произошедшими до 16 сентября этого года.
Да. То, что происходит сегодня, завтра, через месяц, через 2 месяца, будет еще сначала проходить российские инстанции, а потом все так же получит возможность уйти в виде жалобы в ЕСПЧ и когда-то в какой-то перспективе превратиться, в случае там обоснованности этой жалобы, превратиться в решение. То есть это означает, что жалобы из России будут еще поступать в суд в Страсбурге и весь следующий год, и, может быть, часть даже 2024 года. А уже сейчас там ожидает рассмотрение около 18 тысяч жалоб. То есть я так думаю, что еще там 1025 жалоб суду предстоит рассмотреть из России. Так что это на ближайшие лет 10 ему работы. Суд решил, что в любом случае жалобы из России будет рассматривать. Вопрос, конечно, будет в том, насколько российские власти будут готовы его исполнять, это решение, потому что на данный момент власти прекратили практически любую коммуникацию с судом. Этот инструмент снижает свою эффективность, и у нас остаются только органы Организации Объединенных Наций, Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Комитет по предупреждению расовой дискриминации и Комитет против всех форм дискриминации в отношении женщин. То есть 4 органа ООН, которые могут рассматривать индивидуальные жалобы из России и наверняка будут это делать. Но, насколько я понимаю, для России это сейчас так особо безразлично, все эти решения, в том числе и ЕСПЧ. Ну что, ЕСПЧ может максимум присудить штраф, а Россия скажет, а мы не будем исполнять решение ЕСПЧ, и все. Ну, слушай, для России решения ЕСПЧ никогда не были особо большой проблемой. То есть это стоило 10 миллионов евро в год, и в общем, совершенно несущественные затраты для бюджета. Каких-то системных изменений мало уже было. Политически не меняется уже давно ничего. Большой проблемы с членством в Совете Европы у России не было. Это у Совета Европы возникла проблема в связи с тем, что одна из стран ее членов напала на другую страну члена. То есть как бы вот здесь возникли некоторые, значит, противоречия внутри, и они решили избавиться от одного из членов. Если говорить про людей, которые сегодня уезжают из России. Вначале были слухи, что кого-то не выпускали, там как-то досматривали, под какими-то предлогами отказывали уехать. Если, опять же, какая-то практика или намеки на то, что людей не выпускают из страны, те, кто хочет уехать? Связанного с войной нет. Просто в России и так и без того есть большие категории жителей, которые не могут выехать. Это, например, должники, которым судебные приставы запретили выезд. Или это, например, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, которым не выдают загранпаспорта и, соответственно, они не могут уехать. Такие, кстати, тоже обращаются к нам за консультацией, что делать. Одна смешная была история, что человек, музыкант, трубач, 20 лет назад устроился на работу в военный хор пограничной службы. Пограничная служба с тех пор вошла в состав Федеральной службы безопасности. Значит, он получил звание сотрудника госбезопасности с одновременным запретом на выезд, на получение загранпаспорта и на выезд за границу. И он сейчас, я трубач, да, пустите меня, значит, за границу, а ему говорят нетушки. Вот. То есть таких у нас, по-моему, около 10 миллионов в общей сложности. То есть это на взрослое население довольно, там, я не знаю, там, каждый 10-й. Вот, а учитывая, что это члены семьи еще есть, которая зависит от них, то, соответственно, это на самом деле довольно приличная доля населения России, которая даже при желании не может выехать. Но вот каких-то таких политически мотивированных запретов на выезд мы с ними не сталкивались. Тут тоже нужно учитывать, Илья, что государство умеет очень мастерски использовать разные инструменты. Не нужно вводить запрет на выезд за границу для тех, кто против спецоперации. Можно использовать, например, 2 года назад введенные ограничения по пересечению сухопутной границы в связи с коронавирусом.
И теперь ты не можешь на машине выехать за границу, если у тебя нет значит, какого-то основания в виде лечения в санатории. И все, кто хотят поехать в Грузию, наверное, как ты знаешь, ты-то много путешествуешь, значит, они вынуждены искать какие-то санаторно-курортные листы для того, чтобы иметь такую возможность. Хорошо, что грузинские пограничники давно в курсе, в общем, и проблем с этим нет. Но зато есть масса стран, в которых ты не можешь сейчас никуда уехать или улететь. То есть на самолете сейчас из России чуть ли не единственный вылет — это через Стамбул и дальше по всему остальному миру. Других как это, дорога жизни. Есть все равно различные способы. Есть Дубай, есть Стамбул, если мы говорим про самолеты. Есть, сейчас там какое-то количество прямых рейсов там все равно есть. Опять же, такой полезный лайфхак, как уехать из России. Можно в Европу через Беларусь, потому что в Беларусь теперь наконец-таки разрешили спокойно переезжать на машине. То есть можно приехать в Беларусь, и белоруссо-литовскую границу совершенно спокойно можно пересечь, потому что у белорусов нет никаких этих правил. Сейчас, насколько я понимаю, когда мы записываем это 11 мая, это самый дешевый, доступный, простой способ попасть в Европу, в Литву на той же машине. Хотя правила, конечно, да, дурацкие. Еще один вопрос с отъезжающими интересен. Есть ли какие-то сегодня шансы и основания у гражданина России, например, который оказался во всей этой ситуации, получить статус беженца, например, в Европе? Да, конечно, есть. Во-первых, есть два разных статуса. Есть статус беженца, есть статус политического убежища. И тех, кто просит политическое убежище, их традиционно меньше, и нужно доказывать факт преследования, что сейчас для практически любого гражданского активиста в России или журналиста в России не представляет особого труда. И, кстати говоря, включение в реестр иностранных агентов очень сильно помогает тем, кто хотел бы претендовать на такой статус. С беженцами с одной стороны чуть проще. Там есть в Европейском Союзе есть своя конвенция, Дублинская конвенция, и свои правила. Там есть ограничения, то есть ты должен просить убежище в стране первоначального въезда. Ты не можешь сначала въехать в Литву, проехать полстраны, пол Европы и в Париже попросить убежище. Вернее, если ты это сделаешь, то французы будут обязаны вернуть тебя в Вильнюс, и, соответственно, рассматриваться твое заявление будет именно властями литовскими. Но в целом это возможно, этим пользуются, хотя сейчас последние 2 месяца все миграционные службы всех европейских стран перегружены запросами со стороны Украины, и для украинцев порядок сделан очень простой, то есть они фактически заявительный порядок, они сразу получают этот статус, позволяющий им в течение года то, что приравнивается к визе D, рабочей визе, фактически ездить по всему Евросоюзу. Для россиян таких программ нет, и хоть они обсуждаются в нескольких странах, уже и власти нескольких стран уже заявляли о том, что было бы правильно все-таки тех, кто вынужденно покидает Россию, каким-то образом пристраивать по какой-то упрощенной процедуре, пока таких решений нигде не принято. А кто-то вообще получал уже политическое убежище на основании этих послевоенных законов о фейках и всей этой... Нет, это так быстро не происходит. То есть есть люди, которые уже находятся в этой процедуре. То есть первоначально нужно заявить, потом тебе страна предоставляет место для проживания, дальше заводится твое миграционное дело, ты должен собрать документы, доказательства преследования, а дальше суд решает, предоставлять ли тебе политическое убежище. Это судебное решение, оно часто бывает через полгода, через год после того, как ты стал в эту процедуру. То есть у тебя есть некоторые права, пока ты
не получил это политическое убежище, но они все-таки ограничены. Ты таком в полу, ну и в разных странах очень сильно отличаются. То есть, если ты где-нибудь в Греции это сделаешь, что тебя поместят в отвратительную миграционную тюрьму, фактически мы все помним там дело Александра Долматова, который в Нидерландах значит, жил полгода в такой миграционной тюрьме, в лагере фактически, в изоляции, и покончил с собой в нем же. Вот, в какой-нибудь Норвегии тебе дадут какой-нибудь приличный значит, дом где-то в сельской местности с видом на фьорды, и ты там будешь мило ждать решения своей судьбы. Есть ли сегодня какой-то более-менее безопасный способ протестовать против войны, опять же, не опасаясь, что к тебе завтра придут с обыском, вломятся и возбудят уголовное дело? Если ты находишься в России, такого способа нет. То есть самый безопасный способ — молчать. Или уехать.